На днях подростки из Кембриджа гуляли в частном секторе города, когда в одной из тупиковых улиц увидели собачку. Вернее, сначала они даже не поняли, что это за зверь. Спутанная шерсть, за которой не видно ни глаз, ни лап, казалось, по обочине с трудом катится большой и очень грязный моток ниток. За все годы работы я не встречал такого, сказал ветеринар тому человеку, который довел питомца до такого состояния. Не может быть оправдания. Но ребят не испугал внешний вид животного. Они понимали, что этому существу очень плохо. И их добрые сердца подсказали верное решение, они стали гладить нового друга, а некоторые из них даже сняли с себя рубашки и закутали в них песика, чтобы тот не дрожал. Но малыша трясло не столько из-за холода, сколько от стресса. Было понятно, что кто-то выбросил его здесь, подальше от людских глаз, не желая заботиться и любить. Брошенный пес не находил себе места и страшно боялся незнакомой обстановки. Дети оказались неглупыми и связались с представителями RSPCA, Королевского зоозащитного общества. Пока ждали волонтеров, они всячески поддерживали собаку и даже пробовали ее покормить. «Я очень благодарен этим ребятам», — говорит Кэрри О'Риордан, работник RSPCA, «когда мы приехали, нам не пришлось ловить животное, пес уже был настроен на контакт, он успокоился и вилял хвостом. Еще бы, ведь эти парни даже играли ему живую музыку, малыша забрали, чтобы показать специалистам ветеринарной группы имени Кромвеля, Cromwell Veterinary Group. Они нашли, что состояние пса было ужасным. Бенджи, так назвали нового пациента, страдал от обезвоживания и голода. Но больше всего неприятностей ему причиняли его спутанные дреды. Чуть погодя, врачи принялись состригать шерсть собаки. Это заняло целых 2 часа. Песику даже кололи обезболивающие и успокоительные препараты. Когда дошло дело до удаления шерсти с лап, ветеринары обнаружили то, что до этого никто не заметил. Под висящим ковром из колтунов находились только 3 конечности. К сожалению, шерсть настолько запуталась и сдавила переднюю лапу Бенджи, что остановило кровообращение. Лапка усохла и отпала. «За все годы работы я не встречал такого», — говорит Кэрри, тому человеку, который довел питомца до такого состояния. Не может быть оправдания. Когда килограммы шерсти покинули тело Бенджи, он начал очень походить на пуделя. Ему стало легче двигаться, и он потихоньку старается проявлять свой милый характер. Пес уже не молодой, ему около 7 лет, и в этом возрасте перемены переносятся непросто. Однако все надеются, что он быстро восстановится и сможет открыть свое сердце навстречу новому, более доброму и заботливому хозяину. А нам остается только поблагодарить тех ребят, которые не прошли мимо неприглядного существа. Их родителям есть кем гордиться.